Аморалкин, вот пока эскизы делаешь, то успеваешь все выразить в маленькой работе. На большую уже вдохновения не остается. Зачем повторяться, если уже все сказал? Но есть сюжеты, которые требуют формата. Но мы же не можем себе представить такой силы впечатления от явления Христа народу, если бы она была на уровне открытки сделана. Это была бы открытка. Формат нужен для такой масштабной идеи. Да, понятно, что может исчезнуть вдохновение, но работа над форматом – это другая работа. Эскизная работа – это просто другой характер работы. И нужно себя подготовить к тому, чтобы заниматься форматом. Это другое удовольствие, что ли, когда ты работаешь над форматом. Совершенно другое. Оно проистекает из какой-то выверенности, что ли, не сиюминутности, когда в эскизах вот по пятну, а такое более углубленное, что ли, как читать маленькое эссе и роман. Это два разных чтения, очень такое взвешенное, спокойное наслаждение чтением, каждым словом, как они друг с другом взаимосвязаны. Как мне представляется. Так и картину большую ты можешь разглядывать, я не знаю, часами. Пикассо, когда приехал в Эрмитаж, он попросил показать ему одну работу «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Он больше ничего не смотрел. Он провел около нее час или полтора, и все. Вот это была такая поездка. Достаточно. С вами я, Аморалкин, абсолютно согласен и понимаю, о чем речь. Более того, у меня вообще затянулся этот период. Вы говорите, что у вас вдохновение не остается и после вот этой маленькой работы, после эскизов. А у меня это затянулось вообще лет на 15, когда я почувствовал, что мне не хватает. Я не мог это понять, вот эту радость от работы над форматом. Да, все проживаешь в эскизах, и потом не остается энергии на большую работу. Теория октав Георгия Гурджиева. Нужно сделать сверхусилие, чтобы вот эту последнюю стадию или какую-то последнюю треть или 4/5 завершить. Сверхусилие. Через сверхусилие нужно к этому подготовиться и преодолеть это. Выйти на этот через второе дыхание. Но это как на вершину. Вот ты идешь, я высоко очень не ходил, но не очень. И осталось-то чуть-чуть, несколько метров, а ты проделал ого-го сколько, да? Через сверхусилие, чтобы до этого пика дойти. Алекс 2 Сандер, скажите, как писать деревья и кусты зимой? У меня видеоурок есть на эту тему. «Мягкая зима» называется. Там как раз есть деревья. Мы же не пишем только деревья и кусты. Вот это главное, если вы из этого вынесете нашего общения. Мы пишем ситуацию, которую мы разделяем на несколько пятен составных. Окно самое светлое. Это уже будет темнее, если это окно есть. Это мордуленцы теплее, чем это, и темнее, чем это. И вот это все разбивается на несколько пятен, и мы властвуем. В уроке «Мягкая зима» вы это конкретно можете увидеть, как это делается. Это нужно показать. Так что воспользуйтесь подарком, скидкой, огромной скидкой на все уроки. Тут трип. Первый раз еду на пленэр за границу. Вы свои работы после пленэра в кассетнике вручную кладь берете или отправляете багажом? Я вручную кладь, потому что все-таки это хрупкая вещь. Вспененный полистирол в блоке. Если его в багаж, его могут закидать чемоданами, и всему пленэру конец. Если можно, расскажите о нюансах перевозок. Что берете с собой, что отправляете багажом. Ать, спасибо. Ать, пожалуйста. Трип. В багаж краски в боксике. Все остальное, треногу, а кассетник с работами вручную кладь. Поэтому я беру кассетник
по размеру ручной клади. Ну, чтобы не было проблем. Проходной размер. В итоге у меня он 40 на 50 и еще в ширину. Ну, бывают разные пленеры длительности. Ну, в принципе, там, по-моему, на 20. Split Reality 3147. Зачем писать картины? Незачем. Лучше даже и не начинать. Конечно, не начинайте, если вам незачем. Зачем начинать то, в чем вы сомневаетесь или убеждены, что это не нужно делать? Конечно, не надо делать. Но, однако, у меня вопрос. Split Reality 3147. Зачем вы сюда пришли? Зачем-то? Зачем? Наверняка вы ходите в музеи, на выставки. Зачем, если ходите? Там же картины, которые писать незачем. Но вы-то ходите на них или не ходите? Находятся такие люди, которые во все времена писали в самые тяжелые, когда вообще ни денег на краски-то не было. Ну, импрессионистов вспомните, там вообще и красок путевых не было, и стоили они не то, что сейчас. Подозреваю, что технологии все-таки выросли немножко. Так вот, люди писали, художники писали, потому что не могут художники не писать. Это же вопрос души, как поэт. Ну и хоть что-то сделай, даже бумагу отбери, ручку отбери, будет царапать гвоздиком на стене, потому что это душа пишет. Музыка у композитора, стихи приходят к поэту, картины к художнику. Не может он это не делать. Удовлетворение происходит внутрях. Хорошо. Лучше, чем когда удовлетворения нет. Интуитивно мы чувствуем, душа спокойна, равновесие приходит. Для этого, собственно, видимо, творческий человек и создает свои произведения, чтобы найти равновесие. Ну, ничего другого нет, никакой задачи. Это деньги, там продажи, это потом, если случится хорошо. Но первое – это все-таки внутреннее равновесие. Юзер очередной. Расскажите, пожалуйста, сотрудничали ли вы когда-нибудь с галереями? Сотрудничал и сотрудничаю. Если да, расскажите, как это было. Что же было? И есть. Оно продолжается. Тут важный момент, чтобы ваши работы галерейщик полюбил. Чтобы вы, конечно, были работоспособны. Галерейщик будет отслеживать, естественно, как вообще, что вы пишете, что у вас новое появляется. Их всегда интересует цена, чтобы она была пониже, а вам нужно повыше. Так что тут нужно какой-то компромисс находить. Ну и обычное дело, вы посылаете в галереи, которые вам нравятся, резюме свои, ну какие-то портфолио, работы свои, выставляете на всяческих площадках интернет свои работы, чтобы они постоянно обновлялись. Ну, сайт, если у вас будет, это очень хорошо. Вопрос цены важный, чтобы у них и у вас цена была одна, чтобы не было никакого демпинга. Все за этим следят. Докажите в деле, что это так, что цена одинаковая и у вас, и у галерейщика продажная. Это был класс в Швейцарии, по-моему, место Рапперсвиль называется, или я уже не точно помню, но неважно. Задача была написать такую версию дизайнерскую того, что я вижу. Ну, набережная, лодочки стоят, марина. И посмотрите, какие я нашел два решения. Это первое, притягивает внимание первый план с деревьями, которые для меня неожиданно решены. Довольно-таки плоско, но интересно. Для меня самого это было ново. Я просто отталкивался от пятен, которые гармонично таким образом выстроены. Мне это понравилось, декоративное решение вышло. В конце ролика будет прямая ссылка на мое видео о выставке персональной, которая была год назад в Москве. Посмотрите, там будет кое-что для тех, кто пропустил это видео.